Привет, Cover Project! Меня зовут Ариана Ахмат, я архитектор и владелица своего архитектурного бюро, и я рада приветствовать вас сегодня в прекрасной квартире в Хамовниках, своей собственной террасой. Великолепная погода, и мы с удовольствием сегодня покажем вам это пространство. Это квартира общей площадью 270 квадратных метров со своей собственной террасой, которая по метражу примерно столько же, что совершенно необычно для центра Москвы, для самого, на мой взгляд, прекрасного района Хамовники, который настолько уютный, настолько комфортный для жизни. И когда здесь, в самом центре нашего города, появляется такое пространство, которое и само по себе по метражу достаточно комфортное для семьи, и еще есть такой роскошной террасы, на которой можно проводить время, я бы, наверное, хотела прям каплю уделить внимание тому, что это очень интересная квартира по тому, как она расположена, потому что это пентхаус, это верхний этаж с потрясающими видами, но великолепна она еще и тем, что она выходит на 3 стороны. И получается, что люди, которые живут в этой квартире, они наслаждаются и восходом, и закатом солнца, они могут смотреть в любую сторону. Мы смогли сделать роскошное зонирование с точки зрения частных зон, общественные зоны. Получается, что когда мы размышляли над тем, как сделать, поскольку эта квартира занимает весь этаж в подъезде, у нас были разные вариации того, как это можно сделать. Как спланировать, есть 2 входа, каким воспользоваться, какой сделать рабочим, какой нерабочим, оставлять ли оба или какой-то перекрыть. И в итоге у нас было много вариантов планировки, и мы просто думали, на самом деле, какой лучше, какой вот для жизни, когда ты уже все здесь сделал, заехал, начал жить, какой же будет самый комфортный. И получается, что я очень благодарна клиентам, что они согласились выбрать тот вариант, который мне казался самым интересным. Это вариант, когда вся общественная зона, она занимает достаточно большой объем в пространстве. Из этой общественной зоны есть выход и на одну террасу, такой мини-балкончик, и на основную часть террасы, соответственно, на которой можно великолепно проводить время в теплое время года. При этом частное личное крыло у родителей и у ребенка, у каждого свое. То есть получается, что есть главный ход в квартиру, и уже из него мы можем налево попасть, соответственно, в зону родителей, дальше направо в зону общую всю. Мне кажется, что главная концепция этого проекта в том, чтобы поддержать архитектуру самого здания, интегрировать ее внутрь и выдержать такую тонкую линию интеллигентного, роскошного минимализма. Здесь есть, конечно, какие-то элементы классические, но в любом случае, когда есть классическое, да, на стенах, например, у нас есть лепнина, карнизы, молдинги, даже с такими немного декоративными элементами, но при этом все наполнение, оно современное, и оно такое вне времени. У нас действительно максимально использовались натуральные материалы, очень красивый пол, это инженерная доска, такой очень крупный формат елки, дуб тонированный, невероятно глубокого красивого оттенка. И за счет специализированной обработки она не выглядит как, что она просто оттонирована, покрашена, она выглядит как будто бы это ее натуральный цвет. Более того, мы говорили о том, какие еще использовать материалы. У нас много действительно столярных изделий. Мы всегда работаем с нашей столярной мастерской. Они уже за много лет выучили, что мы от них хотим. Поэтому из интересных вещей, которые здесь сделаны, это такие стеклянные ажурные двери, которые ведут из зоны прихожей в зону каминной. Это, с одной стороны, плюс в том, что это такая приглашающая конструкция, то есть они отличаются, например, от дизайна всех остальных межкомнатных дверей. Во-вторых, за счет того, что в них есть стекло, получается, что в прихожей всегда есть солнечный свет, что в любом случае с точки зрения законов архитектуры это супер правильное решение. И более того, у нас еще есть красивая вот эта реечная конструкция в зоне гостиной, внутри которой интегрирована и спрятана вот эта дверь, которая ведет в зону как раз детского крыла, и она сложная была по исполнению, но при этом
действительно абсолютно нечитаемая в помещении, и там даже ручка, она специально интегрирована внутрь этих рейк, чтобы можно было удобно брать и открывать эту дверь. В главных зонах, в зоне гостиной, в зоне мастер-спальни ковры представлены компанией Art de Vivre из коллекции Blanc de Blanc. Прекрасное название для прекрасной коллекции, такой же роскошный, мягкий шелк, альпака, очень тактильный, очень тонкий, при этом роскошного абсолютно качества, чтобы можно было не только визуально наблюдать и восхищаться, чтобы они собирали целиком интерьер, но и чтобы обязательно, когда человек босиком проходится утром, вечером, он ощущал невероятный комфорт и такое восхищение. Для заказчиков было важным, чтобы мы сделали, соответственно, их мастер-зону с большой хорошей ванной комнатной и обязательно гардеробной. Им было важно, чтобы была отдельно постирочная, хорошая зона хранения. Собственно, для нее, для этой зоны хранения мы использовали как раз второй вход в квартиру. И вот там есть такой небольшой холл, который полностью весь зашит в шкафы для хранения. Это просто очень комфортно, потому что они не давят, это все равно такая проходная зона, но при этом она получилась функциональной. Изначально это П-образная композиция, и по сути были только колонны внутри, больше несущих стен никаких не было, колонны и шахты инженерной коммуникации. И мы просто пробовали такими крупными мазками выделять это зонирование для того, чтобы потом уже сформировать, что вот у нас полностью частная зона, вот у нас полностью общественная. И дальше уже в зависимости от того, как по нормативам можно было это сделать, чтобы кухня осталась на месте кухни, ванная на месте ванной, чтобы это все распределить. Но в целом получилось комфортно, потому что получается, что мастер-зона, она с великолепной большой спальней, с проходной гардеробной, при этом у них ванная с окном, то есть это просто роскошно абсолютно. Опять же, повторюсь, для центра Москвы, когда вы можете принять ванну, через ставни пробивается солнечный свет или наоборот закатное солнце, это какие-то, на мой взгляд, такие ощущения, как будто бы ты даже и на отдыхе. Я думаю, что мы впервые работали с тем, что у нас метраж самой квартиры такой же, как метраж террасы. Это действительно необычно, что люди такое покупают, и это прекрасно. А с другой стороны, очень интересно придумывать сценарии того, как они могут каждый участок своей этой террасы использовать. И мы на террасе в одной ее части сделали легко возводимую конструкцию металлическую, и получается, что люди с превеликим удовольствием могут здесь проводить время как летом, так и весной, ранней весной, так и осенью. Если говорить прямо не про загородные дома, а именно про центр города, вот именно в соотношении того, что это абсолютно одинаковые площади и с ними нужно отработать, это вот у нас такое первый раз. Заказчики смотрели наши другие проекты, и им они понравились. Единственное вводное было, что тоже хочется, чтобы были светлые стены, чтобы была обязательно отдана дань архитектуре самого дома. Такая прямо английская классическая архитектура. И обязательно, чтобы были такие природные, нежные оттенки и натуральные материалы использованы внутри пространства. Само по себе пространство получилось очень чистым. Здесь много белых стен, несмотря на то, что в некоторых комнатах есть очень красивые обои, но основная вся общественная зона, зона холла, гостиной, столовой, кухни, она с белыми стенами, с такой легкой раскладкой, молдингами. Но мы изначально понимали, что и клиент хочет какое-то хорошее, достойное искусство. Поэтому в процессе, когда мы уже начали работать над проектом, мы ходили на разные выставки, смотрели, выбирали, что захочется увидеть в своем конкретном пространстве, что человеку откликнется, что будет для него действительно стоящим. Не потому, что кто-то это сказал, а потому что действительно это как будто бы
это искусство создано конкретно для этого пространства. И одной из первых выставок, которые мы посетили, это была выставка Ли Шевалье. И это автор, которая в данный момент проживает в Париже, и она творит с помощью песка, пера, туши. И знаменита тем, что она пишет свои работы в горизонтальной плоскости. И получается, что это такое создающееся искусство вот на ходу абсолютно, как течет, как все это впитывается, как это все застывает. И когда мы увидели эти работы, клиент сказал, что вот мне это близко, мне это нравится, и мы подумали о том, что замечательно, там был великолепный абсолютно диптих. Ли Шевалье как-то совершенно прекрасно смотрится в зоне столовой, причем этот диптих, который, по идее, должен был находиться рядом на стене, в итоге он две работы напротив друг друга, как будто бы эти стены, хотя мы на них изначально вообще не хотели ничего вешать, мы поняли, что вот да, это сюда, только сюда, и как бы на стену главную в гостиной хочется что-нибудь другое. И на самом деле тут такая интересная история, что я очень благодарна тому, что были работы роскошной бразильской художницы Даниэлы Буссарелло. Работы только ехали в Москву, и ехали они на Космоску. И в итоге мы их просто увидели где-то как-то совершенно случайно и поняли, что они нам очень сильно нравятся. А эта автор, она знаменита тем, что она собирает пигмент для своих красок по всей Бразилии. И все это невероятно природный материал, натуральный. И это так было близко тоже и мне, и клиенту с точки зрения, во-первых, цветов. Они яркие, они такие наполняющие жизнью, но при этом они очень глубокие и как будто бы чуть приглушенные. И получается, что это такой яркий элемент во всей квартире, и как будто бы мы всю квартиру выдерживали в такой тонкой-тонкой ноте для того, чтобы здесь сейчас прозвучало что-то очень громкое, но при этом тактичное. Мне вообще кажется, что именно из-за того, что здесь, конкретно в этом проекте, как и в большинстве наших, но здесь мне хочется особенную благодарность сказать людям, клиентам, которые доверились нам, потому что я считаю, что именно из-за того, что они настолько легко отнеслись ко всему процессу и настолько доверяли, поэтому по крупицам все собралось идеально. Как будто бы где-то могло что-то вот произойти, но нет, оно просто все вот так вот шажок к шажку продолжало идти туда, куда нужно, и в итоге собралось в абсолютно роскошную историю, картину, пространство, такую жизнь для них в Москве, в самом центре, с потрясающими видами в сторону МГУ, с видами в сторону Москва-Сити, с этими закатами, внутренний двор самого комплекса. Хочется, чтобы оно только приносило радость, это пространство. Изначально мы решили, что все будет светлым. Будут практически белые стены, можно сказать белые, просто у белого тоже много оттенков. И что обязательно будут натуральные чистые цвета, легкий беж, может быть, немножко с сероватыми оттенками, где-то чуть-чуть охры, такой легкий молочный шоколад, обязательно дикий шелк с такими нитями, вкраплениями, что-то мягкое, букле, но хотелось при этом цвета. И мы, когда говорили про цвет, то как-то оно само собой получилось, что это обязательно должен быть такой глубокий зеленый, оливковый, изумрудный, вот чуть-чуть в какой-то перемешке, и чуть-чуть кирпичного таких оттенков. Любой интерьер, который мы делаем, любое пространство, которое мы создаем, оно обязательно должно быть вне времени. Ведь архитектура, она вне времени, иногда будет разная архитектура, но, в общем, мы все стремимся к тому, чтобы создавать архитектуру вне времени. И архитектура, например, самого этого дома, она однозначно вне времени. И поэтому интерьер, который здесь возникает, он должен быть таким, чтобы человек, придя сюда через 20 лет, точно так же был ему рад, и ему не хотелось здесь ничего переделывать, может быть, просто поменять подушки,